Привет всем любителям жить вкусно! С вами я, Галина Артеменко. Вы прекрасно знаете, что я не употребляю сахар и белую пшеничную муку, а поэтому с удовольствием экспериментирую с разнообразными десертами на эту тему. Сегодня я подготовила для вас нечто совершенно особенное, потому что этот десерт будет не только бессахарным и не только без белой муки, а еще подойдет всем тем, кто соблюдает пост и придерживается вегетарианского образа жизни. Что же мы приготовим? Это будут роскошные капкейки на кремовой основе из кокосовой муки и овсянки с шоколадно-финиковым пудингом и карамелизированными бананами. Ну что, уже захотелось попробовать? Друзья, мне очень не терпится, и поэтому я немножечко приоткрою завесу. Это видео участвует в кулинарном проекте «Выпечка Челлендж» от журнала Лиза, и поэтому в конце видео вас ждет интересная новость. Обязательно досмотрите его до конца. Что ж, давайте готовить! Начните с приготовления основы. Вы можете использовать яблочное пюре для детского питания или же приготовить его самостоятельно. Запеките в микроволновке сладкие яблоки, удалите кожицу и семена, измельчите массу блендером. Добавьте к пюре овсяные хлопья и тщательно перемешайте смесь. Благодаря овсянке основа получится нежной, приятно вязкой, с кремовой текстурой. Теперь добавьте эссенцию от фирмы Dr. Oetker с ароматом рома. Эта эссенция пахнет пряно, сладко, благодаря чему ощущение сладости готового десерта усилится. Растопите и влейте в массу кокосовое масло. Вы можете заменить его на свое усмотрение другим растительным маслом. Перемешайте смесь до однородности. Вы заметите, что овсяные хлопья уже начали размягчаться под действием влаги из яблочного пюре. Кокосовую муку смешайте с разрыхлителем. Так разрыхлитель распределится по тесту максимально равномерно. Добавьте муку с разрыхлителем в яблочную основу. Тщательно перемешайте смесь, масса должна получиться довольно густой. Если у вас нет кокосовой муки, возьмите вместо нее по 30 грамм мелкой кокосовой стружки и овсяных отрубей. Распределите получившееся тесто по форме для выпечки маффинов и кексов, используя при этом бумажные капсулы. Так как десерт получается кремовым, достать его из формы без бумаги будет очень трудно. Чайной ложкой разровняйте основу в капсулах и отправляйте в духовку, разогретую до 175 градусов, на 35-40 минут. Займитесь приготовлением пудинга. Смешайте упаковку шоколадного пудинга с какао и водой. Дополнительная порция какао сделает вкус насыщеннее. В таких вот десертах это всегда работает прекрасно. В привычном режиме, когда пост вы не соблюдаете, смело готовьте такой пудинг на молоке. Пудинги именно марки Dr. Oetker мне нравятся особенно, потому что в их состав сахар не входит. Их смело могут использовать все бессахарники. Перемешайте массу венчиком и отправляйте ее на огонь. Непрерывно помешивая пудинг, варите его до загустения, а когда он будет готов, он будет напоминать растопленный шоколад своим глянцевым блеском. Очистите от косточек финики и отправляйте их в пудинг. Я использую вяленые, мягкие финики, которые не обрабатывались сахарным сиропом. Если у вас финики более плотные, сушеные, заранее залейте их горячей водой и дайте размягчиться. Перемешайте, а затем пробейте смесь блендером до полной однородности. В испеченных основах по центру сделайте углубление. У меня есть специальный для этого гаджет, поэтому я использую его. Но обычная чайная ложка тоже прекрасно справится с этим заданием. Распределите по формочкам шоколадный пудинг. Удобнее всего это делать при помощи кондитерского мешка или перелив его в какой-нибудь удобный ковш с узким носиком. Очистите от кожуры банан, нарежьте его кружочками около сантиметра толщиной. Выбирайте спелый, ароматный банан. Всего один кружочек такого наполнит ароматом весь капкейк.
Выложите по кружочку банана на каждый капкейк поверх пудинга и отправляйте их под гриль на 6-8 минут для карамелизации. Аромат моих капкейков так и тянет побыстрее заварить себе чашечку кофе или чая. Только посмотрите, какие они красивые, нежные, кремовые внутри. А для праздничного варианта можно украсить десерт декором. Ну а теперь обещанная в самом начале этого видео новость. Я объявляю о старте конкурса. Приготовьте капкейки по моему рецепту, сделайте красивую фотографию и разместите ее по ссылке, которую вы найдете в инфобоксе к этому видео. Уже через месяц я выберу победителя, который получит крутейший набор подарков, в том числе продукция компании Dr. Oetker и миксер от фирмы Tefal. Все подробности, сроки, условия участия вы найдете также в описании к этому видео. Ставьте лайки и комментируйте, делитесь этим видео со своими друзьями и подписывайтесь на мой канал.